Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз, гороскоп Плутон Водолей с 23 марта и на 20 лет, с 23 по 43 год. Как изменится моя жизнь? Каковы перемены, которые у меня практически на пороге? Давайте узнаем, что нам скажут карты. Но вообще, если мы говорим про Плутон и как это проиграется для вас, этот период будет более, когда, знаете, мы уже какая-то проблема у нас разрешается. Что-то отстраивается заново, встает на свои места, может быть, на новые места. Как-то по-другому все-таки Плутон, он меняет, забирает что-то из нашей жизни, то, что он для нас уже не имеет значения. Но с 2020 года, с 2020 года многие из вас могли столкнуться с какой-то реальностью, когда вынуждены уже были проститься с привычными вещами. У кто-то, может быть, вынужден был проститься даже с людьми по разным совершенно причинам. Изменение обстоятельств, может быть, заставили вас забыть об эмоциях, как ни странно, и стать непроницаемо жестким. Вас изнутри уже какие-то события словно поменяли. Эта трансформация, которая началась с 2020 года, учила вас защищать себя и делать смелые шаги. И если мы теперь говорим про переход Плутона в Водолей, то для вас это как последний пазл, когда складывается какая-то общая картина произошедших событий ранее. Становится более понятным, зачем все это было нужно. И теперь Плутон уже вам помогает хладнокровно взглянуть на прежний опыт и окончательно подвести черту над прошлым. Нет уже дороги назад. И в основном вы за это время настолько поменялись, что уже теперь, не оплакивая что-то, не сожалея, но понимая, да, что есть в нашей жизни такие периоды или события, когда, над которыми, точнее, мы не властны. Это глубокое понимание сделало вас сильнее в разы. И то, что больше не может быть таким, как прежде, как когда-то, нужно либо отпустить навсегда, либо принять как данность в какой-то новой форме, с изменениями. У нас будут новые друзья, новое окружение. Вы многое уже пересмотрели. И какой-то заключительный аккорд вы еще будете ставить в 2023 и как минимум в начале 2024 года, когда как раз Плутон, он словно топчется на месте, он переходит из одного знака в другой несколько раз, окончательно он уйдет в Водолей именно в 2024 году. И вот за это время у вас могут произойти, как, например, смена места жительства, переезд. Причем до этого вы могли говорить: нет, я не собираюсь этого делать. А здесь как обстоятельства вас окончательно к чему-то подтолкнут. И вот этот самый знаменатель, вот эта самая черта, которую вы подведете над всем тем, что было когда-то. И, может быть, решитесь на какое-то очень важное, как либо действие, либо шаг. И в последующем это тоже будет вашу менять жизнь к лучшему. Кто-то из вас займется новым совершенно видом деятельности, а у многих из вас еще и изменения в личной жизни тоже как будто будут. Не бойтесь покинуть свой дом, чтобы отправиться в новый мир, который вы уже, мои дорогие, создаете. Может быть, даже если пока неосознанно или кажется, я где-то пытаюсь выплыть из какого-то водоворота событий, но это все равно путь вперед. Давайте мы узнаем. Все же у карт много сказала, как карты видят этот период для вашего знака зодиака. И первая карта, как Плутон влияет именно на вас. Что это влечет? Как это будет 23-й, начало 24-го года. Вот такой период мы возьмем, потому что 20 лет события охватить практически невозможно. Итак, первая карта, что для вас, как влияет Плутон. И дальше мы возьмем, наверное, два события или два направления, может быть, нам карты покажут нашей жизни, где будут происходить какие-то перемены. Вот те самые аккорды, которые мы будем расставлять. И мы достанем две карты как первое событие, и которые
ведут к переменам. И второе событие, да, или одна область жизни, деятельности, и другая какая-то. Их может быть и больше, значительно. Но что-то, пусть нам скажут карты, что основное. Иногда бывает так, у нас меняется что-то одно, допустим, меняется деятельность, а следом за ней мы куда-то переезжаем, меняется наша личная жизнь, меняются наши взгляды, меняется наше окружение, меняются наши друзья. Так и у вас может быть что-то одно потянет за собой, словно все остальные сферы вашей жизни. Каковы перспективы у первого события? Или у первого направления, у первого изменения? Каковы неожиданности? И в чем мне повезет? Ну или какой итог? К чему дальше это перевернется или пойдет, какое продолжение, но все-таки с позиции, в чем мне будет вести, в чем моя удача и кто ее прячет. Правда, перспективы второго события, неожиданности, которые могут быть в течение года. И, опять же, в чем мне повезет, в чем плюс вот этих перемен. И мы подведем итог. Пусть это будет либо совет от карт, мы откроем и тогда узнаем. Или пусть нам карты подскажут, а что дальше? Вот на эти 20 лет. Итак, как это влияет на вас? Ну, вот то, что я говорила еще до карт, да, когда для вас это не новость точно, как раз что-то встает на свои места. Вы приводите, словно мысли в порядок, приводите в порядок самого себя, продумываете, что делать дальше. Вообще неспешный период. Для кого-то из вас просто даже захочется выйти из какого-то замкнутого круга. И вот по этой карте как раз этот круг очень хорошо проигрывается. Когда нам кажется одно и то же, я не могу ничего изменить. И если я предпринимаю какие-то действия, словно меня отбросило назад, на 2 шага дальше от того места, где я был. У кого-то может так казаться. И именно вот это влияние выйти из какого-то тупика, из застойного периода. Не совсем тут тупик, а тут скорее усталость какая-то. Ведь это часто карта отдыха проигрывается, когда и нам говорят, не просто мысли в порядок привести, это основное значение этой карты, но еще и отдохнуть, может быть, и тело в порядок привести. У кого-то, может быть, много было работы, или было много каких-то транзитов, переездов, или каких-то обязанностей, мои дорогие, когда мы вынуждены были включаться в какие-то вопросы, забывая о себе. И вот тут о себе как раз нужно вспоминать. Но начинается это с того, что мы должны дать себе отдых. Основная карта, интересно вообще, первый знак зодиака, у которого выпала такая карта. Нам говорят, просто отдохни. Ты должен восстановить где-то силы для того, чтобы отправиться дальше. Или закончить вот эту самую трансформацию. Давайте мы откроем первое событие. Что же? Прекрасно. 9 пентаклей. Хотя, с другой стороны, нам говорят, впереди опять перемены. 9 это всегда преддверие вот тех самых каких-то изменений, которые будут связаны с событиями извне. Что-то мы не сможем отменить, потому что мы не влияем на ход как исторических событий, увы, на изменения, допустим, в вашей стране, на изменения законов, на изменения каких-то вообще мировых событий, может быть, они тоже на вас, смотря где вы находитесь, они на вас тоже оказывают влияние. Но что говорит эта карта? Стабильность. В первую очередь стабильность по финансам. Когда мы знаем и уверены, что вообще у нас сегодня все под контролем, и завтра будет тоже. Вот, наверное, вот эта база вам будет давать определенную силу, что я знаю, каких-то внезапностей у меня не будет. И я уверен, что даже если что-то будет, это карта силы. И не просто силы той, которая физическая, а когда мы все контролируем, и когда мы уверены в завтрашнем дне. Мы смело ждем перемен. Нас не напугаешь, нас не застигнешь врасплох по этой карте, и это здорово. Конечно, по этой карте конкретно мы зарабатываем еще деньги, и для кого-то какая-то финансовая история выйдет на первый план. Что-то вы должны, может быть, закончить. У кого-то это может быть как мы закрываем, может быть, какие-то кредиты, или мы закрываем даже отношения, в которые мы вкладывались, и, может быть, много чему-то уделяли внимание. Для нас будет очень важен вообще вопрос денег, и поэтому наши действия будут направлены для того, чтобы
именно иметь какой-то капитал. Это для нас будет как уверенность. Давайте мы посмотрим дальше, каковы перспективы. Хорошо, отдохнуть нас приглашают. Кстати, по этой карте предусматривается, что мы себя чем-то побаловать можем. Поэтому себя именно. Не кому-то делать подарки, а как будто совершенно необходимо, знаете, устроить себе как или подарок, или, какой-то праздник отчасти, релакс, может быть, что-то сделать такое, о чем вы всегда мечтали. Словно похвалить себя самого. Вот самый-то главный смысл в этом слове. И поэтому переворачивают карты нас самих к самому себе. Вот то, что я говорила, опять же, до этого, до карт, это как нельзя актуально. Это вот прям с первой карты нам об этом как раз и говорят. Но давайте мы посмотрим, что же это за перспективы. Шикарные перспективы. И нам здесь еще раз повторяют, что у вас все будет абсолютно под контролем. И вообще это карта праздника. Праздника после победы. Поэтому если и ждут нас неожиданности, какие-то как победы, как подтверждение ваших, может быть, заслуг, подтверждение или решение вопросов, которыми вы занимались. Здесь вообще успешными будут все дела. Как будто есть у нас программа своя собственная, и в этой программе могут участвовать люди. Может быть, их немного, нам показано двое. И значит, в вашей жизни есть как минимум один человек, с одной стороны, который вам верный помощник и друг. С другой стороны, это может быть и личная тоже жизнь, но как будто праздник обеспечен, и больше эта карта говорит о победах, те, которые касаются наших каких-то честолюбивых устремлений, амбиций по работе, по делам. И здесь как получение новой должности, реорганизация бизнеса или какое-то известие, которое точно вам доставит улыбок на лице. И когда мы дважды уверены в себе, в собственных силах, и у нас уже праздник, что может быть лучше? Вот таковы перспективы. Неожиданности. Карта выбора правильного направления. Цели. Мы говорим, второ две карты выбора правильного направления. Есть карта звезда, это 10, 20 как раз лет, 18 точно. А есть карта солнца, это несколько месяцев. И здесь вам нужно в неожиданностях, у вас новые перспективы на эти самые 20 лет. И от вас будет зависеть, чтобы вот то, что я сказала, не бойтесь покинуть свой дом. Буквально для кого-то это может означать переезд далеко, в другую страну. Вы можете выучить язык, найти новую работу и уехать туда, куда прежде не собирались. Или, может быть, вы уже обдумывали, или у вас всегда была как мечта жить в другом месте, и буквально это проиграется. У кого-то из вас к вам приходит признание ваших заслуг, это популярности, сияйте, как звезда. Об этом нам говорит тоже карта. У кого-то это будет путешествие. В принципе, если вы всегда мечтали путешествовать, тоже нет ничего невозможного. У кого-то из вас это может быть как новый вид деятельности. Я перехожу работать в IT. Все-таки у нас, посмотрите, карта звезда показывает нам как расстояние отчасти по времени, если мы сказали на длительный период. Мы как будто вообще должны все свои действия оценивать с позиции, будет ли для меня это нужно, важно, лет через 20, 10, 5. Если мы говорим «нет» или «я не знаю», тогда первый вопрос, а нужно ли мне этим заниматься вообще? Как будто нужно делать именно то, что для вас, мои дорогие, имеет значение. Так и если я не договорила по IT, вы можете, даже если прежде не занимались или это не была ваша сфера деятельности, то тут вы внезапно можете принять какое-то решение и поменять как свою работу, как свою профессию и преуспеть еще за вот эти последующие 20 лет. Для вас вообще будет очень перспективно, повторюсь, наверное, то, что связано с перемещениями, расстоянием, с работой и информацией, как бы информационная работа, работа через интернет или посредством интернет. Как будто там вас ждет не просто успех, еще и признание. И что у нас будет дальше или в чем мне повезет? Окончательное подведение итогов. Вот как раз та самая трансформация, которую мы завершаем. Завершаем и не оглядываемся назад. Закрываем просто дверь в прошлое. Что-то то, что у вас сейчас еще не закончено, нужно словно привести
самого себя в порядок, просто отдохнуть, чем-то себя побаловать, понять, что вы прошли какой-то сложный период, и, в принципе, то, что у вас сейчас все под контролем, это достаточная позиция для того, чтобы уже строить планы на будущее, что-то начинать, переезжать. Я уже не повторяюсь, я подробно обрисовала, но у каждого своя история. И вы завершаете вот как раз эту самую трансформацию. И дальше полный вперед. Вам отсюда вообще только вперед. Давайте откроем второе событие или направление. Знаете, появятся новые планы, будут и новые предложения. Может быть, уже сейчас у кого-то из вас, знаете, дух захватывает, хочется себя попробовать и в одном деле, и во втором, и в третьем. Нам придется с чем-то определиться. Мы не можем распылять свою энергию сразу в нескольких направлениях. И поэтому для вас будет очень важным сделать один какой-то выбор. Вот тот шаг, наверное, о котором я тоже уже сказала, когда мы что-то одно меняем, а остальные сферы жизни словно подтягиваются, догоняют нас. И иногда, знаете, даже люди недаром говорят, не бойся отправиться в путь. Те, кто твои люди, тебя обязательно догонят. Поэтому для кого-то, может быть, это подсказка. Не начните с самого себя. Не пытайтесь, может быть, думать так, чтобы и я что-то осуществил или осуществила. И что же будет со всеми остальными, которые меня окружают? Нет, как будто сфокусироваться надо на себе, а остальное оно тоже приложится. Самое главное, выбор должны сделать именно вы. И причем исходя из своих интересов. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы. И еще раз праздник. Посмотрите, здесь перспективы, праздник. И если здесь у нас жезлы, мы говорим, больше дела, работа, бизнес, деньги, а здесь у нас кубки, а здесь у нас, правда, праздник. Но иногда по этой карте проходит значение, когда у кого-то это тоже может проиграться, как любовный треугольник. И мы должны в личных отношениях сделать какой-то выбор. Может быть, это не совсем про любовь, а какая-то еще ваша тема, история, когда нужно разобраться именно в каких-то взаимоотношениях и поставить тоже точку. Посыл-то в чем? Что вообще в этой колоде это просто карта праздника и радости. Но в других колодах, например, в колоде Таро Висконти Сфорца, там 3 кубка и один словно перевернут. И нам говорят, для того, чтобы какое-то равновесие сохранить, мы словно должны убрать что-то лишнее. И здесь нам тоже, ведь посмотрите, 7 кубков показывают, да, и человек встал, растерялся. Нужно выбрать один, а их 7, и что? Что мне делать? Вот так и мы должны как будто отсечь то, что не нужно. Как бы оно ни выглядело, как бы нам ни хотелось, где-то больше рационализма. И тогда точно у нас и радость, и праздник будут. Перспективы – это обе карты, которые нам говорят про перспективы. Причем не те перспективы, которые предполагают много работы. Обратите, кстати, на это внимание. А когда мы просто радуемся тому, что мы живем. Мы просто счастливы каким-то безусловным счастьем. Это само по себе прекрасно. Неожиданности. Вокруг вас будет очень много изменений. Но вы как будто не должны опять же, один над другим аркана, причем старших, и они нам о чем говорят? Мы не все программируем. Когда выпадают старшие арканы, это значит, есть и события, на которые мы не влияем. Вот, наверное, за тот период предыдущий, за те изменения или с чем вы столкнулись, у каждого своя какая-то либо проблема, либо вопрос, либо острая болевая точка пульсирующая, она была именно связанная с обстоятельствами, на которые вы не влияли. И где-то нужно быть готовым. Но нам уже сказали, мы готовы, потому что нас уже сложно удивить чем-то, то, что как внезапность влетает в нашу жизнь. И где-то может быть повторение чего-то или какое-то новое событие. Но для вас оно будет со знаком плюс, как будто оно вас подтолкнет или может подтолкнуть принять очень важное решение. И поэтому по этой карте нам тоже говорят, если в неожиданностях что-то происходит из разряда, знаете, событий, которые непреодолимой силой, которые приходят извне или случаются, мы должны воспользоваться какой-то ситуацией, которая, вот тут запомните, может быть, для кого-то будет в большой минус, а для вас это будет как возможность. Для кого-то это будут камни с неба,
А для вас это новые варианты для решения какого-то либо вопроса, либо какой-то поездки, либо путешествия, либо окончательного переезда, либо окончательное решение по работе. Я ходила на работу, теперь я буду работать удаленно и в интернет. К примеру, я первый попавшийся вариант. То есть происходит еще какое-то событие, как будто оно будет, у каждого по-своему, которое вас подтолкнет словно к правильному решению или поможет в чем-то поставить точку. Но как будто неожиданности карты не отрицают. Да, и нам придется хладнокровно принять еще какие-то изменения, которые происходят вокруг нас. Это будет меняться структура. Все-таки мы смотрим на Плутон. А перед этим у нас Сатурн поменял тоже знак зодиака на рыбы. И в рыбах Сатурн, он как бы он и хотел поменять какую-то структуру, да, что-то переделать, рационализировать, но здесь все-таки рыбы. И, кстати, это ваша стихия. А в рыбах всегда все обтекаемо, нет каких-то четких границ. И в вашем случае для вас это плюс, потому что всегда есть вариант как-то, ну, скажем, выкрутиться, найти какие-то обходные пути, для себя что-то сделать, как-то обернуть в плюс. И вот как раз по Плутону, если что-то разрушается или уходит из нашей жизни, просто отпускаем. Это уйдет то, что уже окончательно не имеет смысла. И хладнокровно оценить обстановку от вас тоже это, наверное, потребуется. Ничто не будет как раньше. И посмотрите, ваша карта, к чему это приведет. Король кубков, исполнение ваших желаний. Да, от нас этот период потребует как мужества, мудрости, хладнокровия. Мы не можем себе позволить раскиснуть. У вас выпадают 4 старших аркана. Что-то окончательно завершается, что-то меняется, что-то вокруг словно рушится. Изменяется как порядок, как структура. Это у нас башня. Вообще это в этой колоде, да и в основном в большинстве колод, башня это как тюрьма, которая нам могла служить как будто убежищем. Или для нас это нам казалось, по крайней мере, что для нас какая-то цитадель, оплот. А здесь стены словно падают, нам даже ухватиться не за что. И нам говорят, вообще-то ты свободен, это новая какая-то фаза свободы. Но мы-то словно в невесомости, и нам кажется, что я не знаю, что предпринять, как действовать. Не стоит торопиться. Тут самое главное прислушаться к собственной интуиции. Как будто, опять же, к себе обернуться, обратиться, что я хочу. Как будто продолжать то, что для вас будет важно, даже если вокруг что-то меняется очень внезапно, быстро, или какие-то происходят изменения, которые, может быть, ну, мы даже на сегодняшний день не можем предположить, насколько может обстоятельства или могут обстоятельства разворачивать нашу жизнь на 180 градусов. Просто где-то быть готовым и очень хладнокровным. И тогда у вас все получается. Ну, давайте мы откроем карту. Что дальше? Интересный период жизни. Помните, наверное, что все равно все к радости. Вот действительно, последний аккорд мы ставим и закрываем дверь в прошлое. Но что же дальше на 20 лет? Или какой нам совет дадут карты? Знаете, мы в последний момент можем словно остановиться, чтобы что-то передумать. И если у вас будет такой, может быть, период, или где-то вам может показаться, я топчусь на месте, ничего не продвигается, у нас, кстати, с этого началось, то если мы говорим на совет, где-то себя не подгоняйте. Позвольте себе, чтобы вот эти изменения, они прошли в вас как-то гармонично. Настраивайтесь больше на то, что мы слушаем свою душу, мы подсказки собственной интуиции. Что нам подсказывает наша душа? Чем я хотел заниматься? Или куда я хотела отправиться? Как я хотел жить, или какое качество жизни я бы для себя хотела. Мы именно оборачиваемся к тем вопросам, которые касаются нас лично. Не пытаемся как двигаться в двух направлениях, как быть где-то и вашим, и нашим. Не пытаемся какой-то нейтралитет держать. Скорее всего, мы должны сделать что-то для себя очень важное. Впоследствии, посмотрите, вы будете не раз стоять перед выбором. Многие сейчас уже как будто тоже могут быть в состоянии, когда
развилка жизненная. И в последующем что-то завершится, и как будто еще какой-то важный выбор вы будете делать. Вам не будет скучно, это точно. Но плюс большой, что у вас все под контролем. Поэтому, что бы ни происходило, мои дорогие, я искренне желаю, чтобы у вас осуществились абсолютно все планы, чтобы вы были счастливы.